tohote jahana kunyana usharengite mani khoma koye nyana ye turina che jahana kunyana ushaita yanga jahana kunyana ushaita yanga mani khoma koye nyanan te tokote jahana kunyana abasengite. В путь я отправился со своими подписчиками Артемом и Владимиром. Сначала мы отправились в магазин, чтобы закупиться стройматериалами и продуктами. Также заехали в аптеку, чтобы купить медикаменты для ненцев. Как же холодно, друзья! Как же холодно, друзья! Как же! Мы приехали в гаражи. Сейчас мы будем перезагружаться из этой машины в другую. Еще коробка большая в том гараже, и вот такая маленькая. Да, хватит нам? Ну, я думаю, да. Если ты говоришь, что еще будет большая коробка в гараже, то я думаю, да. Машины заправляем, топливо грузим, снегоход цепляем, и все, на выезд, на полярный круг, за полярный круг, все, едем, нас встречают немцы, приезжают на буранах, и едем в тундру уже дальше, на место нашей локации. Так вот подгрузились. Топливо для снегоходов и для немцев. Красный нос. Прохладненько, да? Сколько сейчас? Минус 33, да, по-моему? Что-то да, 34-33. Нормально. 30 градусов мороза. Едем несколько часов и решили остановиться, завести снегоход, посмотреть, все ли с ним в порядке, не замерз ли он, потому что на улице минус 30. Что-то, друзья, холодновато. Сегодня на улице давно я уже не испытывал таких северных морозов. Уже сколько? Ну, последняя моя холодная экспедиция куда была? Наверное, это был Байкал, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Это, получается, 8 месяцев прошло. Поэтому добро пожаловать на север снова. Друзья, ну что, мы добрались до отметки полярной 66-33, Заполярный 25 километров, Газ-Соле 125, Тазовский 135. Осталось нам совсем немного, буквально через 10 километров мы пересаживаемся на снежики, и уже за полярным кругом мы продолжаем наше движение по тундре. Ну и что, и традиционное распитие чая. Теплого чая. Традиционное распитие теплого чая. Не замерзли? Нормально? Нормально, нормально.
основа центра чума – это печь. Печь выведена наверх. Там отверстие, через которое выходит дым. Справа и слева кровати, где, соответственно, все спят. А доски застелены по всему полу, да? И доски вы, получается, перевозите. Когда чум перевозите вместе с основанием, с каркасом доски. А что-то еще перевозится? То есть печка, сам каркас и доски, да? Больше ничего. Приятного аппетита. Ну, вот тот столик. А это для мелких этих. Для мелких вещей. А продукты за ним, да, храните, за столиком? Да, за столиком. За столиком храните продукты. Не проходить. Ни кошки, ни собаки. Ага. Туда им запрещено, да, ходить? Да, запрещено. Здесь умывальник, да? Да, Руки помыть. Эта тряпка, она как отсекатель холодного воздуха, да? да. Ага. И здесь Потом вход. открываете, будете монтажи. Здесь лежат дрова. Кто у вас самый старший? Скажи, говори. Ман, Наина. Ты самая старшая. Наина? Привет, Наин. Меня Андрей зовут. А тебя как зовут? Скажи, ман, Мусан, без катата. Ман. Мангарка. Ан, скажи. Не стесняйся. Да, Мангарка, какое красивое у тебя имя. Это Савелий Пазар, Мангарка. Давай, без катата. А тебя как зовут? Сева. Сева, привет, Сева. Привет. Привет. А сейчас возьмем. Как вы живете? Все хорошо? Мы вам знаете, что привезли? Конфет. Можете раздеваться? Конфеты едите? Раздевайтесь туда. А? Чуть-чуть оттаем. Ага. Класс. Будем конфеты есть? А мед едите? Мед любите? Много-много меда. Да. Будем сейчас чай пить. Да, да. А ночью как вы подтапливаете? Да, ночью иногда подтапливаем, Ага. топим. Но мы за один раз топим, и это сразу нагревается. А сколько примерно по времени греется? Ну, полчаса, наверное. А, и все, да, быстро? Да, и час. Ну, я же говорю, маленький, когда он быстро греется. Ага. Тепло сразу держится. Вот такие редкость покрывала найти не могу. Женщина вот на полок делаем. Стирать хожу. Как вот этот ситец. Его легко стирать. Людмила, мы находимся у вас дома. Сколько у вас детей? У меня 10. 10 детей. Младшему самому сколько? Самый младший год и 6. А старшему? Старшему 23. 23. 10 детей в тундре. Не тяжело? Нет, не тяжело. Нормально, да? Нормально. А государство как-то вообще вам помогает? Да, помогает. А чем помогает? Что? Ну, Что дает? презент. А, ну, какая-то помощь. Какая-то помощь вещами, Да, в один какие-то? раз в год помощь бывает. Ага. А вот последняя помощь какая была? Последний раз помощь я еще сейчас перед Новым годом даже не получила. А что это будет? Доски, лекарства. Это вы сами просите или это они предлагают? Они нам предлагают, мы документы собираем, отдаем им. Еще надо документы собрать. Чтобы получить доски, Да. нужно было собрать документы. А какие Доски, документы? брезент, этот бензопила, Ага, а какие документы? состав семьи, там документы, все паспорта. И это надо каждый раз собирать. Каждый раз в год, один раз, Ага. в начале января. Мы с вами сидим в чуме. Кто у вас строит чум? Я хозяйка, Хозяйка строит чум. да. А кто вам помогает? Муж помогает, Муж помогает. То есть Да. все-таки основной человек при строительстве чума это жена, да? да. А почему так заведено? Почему не мужчина? Муж помогает, ну, тяжелое там поднять, Ага, печку, ага. нюки вот эти, презенты. Сколько дней вот нужно, чтобы построить такой чум? Ну, где-то, наверное, часа 4, да.
А, то есть быстро. Так-то быстро, но его опять же на снег надо копать. Потом строить-то недолго. А так поставить его быстро, да? Главное вот, чтобы 4 человека было. А как наверх забираетесь? Нет, не забираемся, мы их это Снизу делаете, а потом поднимаете, да? специально 2 палки. Вдвоем поднимаем, да. Ага. Помощников не бывает. Здесь шкуры в этом чуме есть? Да, есть с 2 сторон. С 2 сторон. И сколько вот на такой чум нужно шкур? 40 штук. А почему с 2 сторон только? С одной стороны 40, с другой стороны 40. А, ну то есть как бы оно полностью получается Да. закрыто шкурами. Да. А как часто вы переезжаете? Год 2 раза. Осенью и весной. В ноябре. Осенью, я так понимаю, в ноябре, а весной ноябре, когда? марте, В апреле. марте. То есть вы вот все собираете, разбираете чум, Всё зимние забираем. садитесь на сани, на оленя. Ну, сейчас-то уже другая жизнь. 21 век. на На буран, буране, Ага. на оленях. да? Ага. Где может этот на оленях переводит? Продукты. Мы находимся довольно-таки далеко вообще от населенных пунктов. Мгм. Где вы берете продукты? Ну, ближайшие эти поселки, Вы ездите туда или как? в город. То есть ездите Да, за ездим продуктами? сами. А как часто? Ну, весной в основном, когда на снабжении. Ну а вот сейчас, Марте. например, где вы берете продукты? Ну, сейчас в поселке, в Самбурге. А на чем вы туда добираетесь? На буране. А, на буране едете. На буране. А сколько это километров? 60 километров. 60 километров на буране, Километр. да? Это получается часа 3-4, да, ехать? 4 часа, 4 часа. если потихоньку. А сами вы здесь что-то выращиваете летом? Не, ничего не выращиваю. Лето, мол, короткое, ничего не вырастешь, да? Не, То есть все покупное. все покупаем. А получается то, что только мясо и рыбу вы сами добываете, Да, а все остальное вы покупаете. да. У вас есть свои олени. Да, есть. Ага, а сколько их сейчас? 50 где-то. 50. А остальные олени, которых мы сегодня видели, это которые совхозные. Совхозные, да. То есть это все стадо одно. Общие. И получается то, что муж у вас оленевод, и он, соответственно, его задача это вот за этим стадом в том числе смотреть, да? Угу. А сколько у такого стада оленеводов? 7. По очереди как-то или все вместе смотрите? Это весной по очереди. А, весной по очереди. А сейчас зимой? Зимой все вместе. Половина, как в отпуску, Ага. трое работают. А, это 3 человека. Сколько в среднем в одном олене мяса? Килограмм 50, в да, у среднем быка. 50. Это получается 2,5 тонны мяса. А сколько стоит сейчас мясо? 400. 400 рублей. То есть вот я перемножил примерно, у вас получается мясо около где-то на 1 миллион. Наверное. 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 Никто не считали. Плюс рога. Да, мы никогда не интересовались. Плюс рога, да? Рога сколько стоит сейчас? 1000 килограмм. 1000 килограмм. 1200, Килограмм 1000. 1000 рублей. Ага. По-разному коммерсанты продают. А сколько у одного оленя примерно килограмм? Ну, разные бывают. Ну, в Разные среднем, в бывают. среднем, вот среднее. Вот сегодня, например, мы то, что взяли, сколько это примерно килограмм? Отрезали. Да, да. У одного оленя, наверное, 6-7, килограмм. наверное. 6-7. Скажите, а почему рога летом дороже, чем рога зимой? Зимой они как бы свежие, мягкие, они, а вот эти костяные. А почему Летом? они ценятся больше, не знаете? Так они, Панкреатин. как бы лекарство дороже, наверное, получается из того летнего. Мгм. Панкреатин. А лучше, Дороже. лучше качеством, да, получается? Да, да, очень качественно. Ага. Вот сейчас прошел Новый год, как вы праздновали Новый год? Нормально, хорошо. Всей семьей, дружно. Всей семьи. Ну, а как вот происходит празднование? То есть вы садитесь за новогодний стол, да? Как все, как все. все люди Ага, обычные. да. Ну, накрыто, как будто салаты. Салаты. Ну, Как было, все по-старому так же. салаты, компоты, соки. Оливье делает? Да, все делают. Ага. А какой вы веры? Немецкая вера. Немецкая вера у нас. Немецкая? Своя вера. Ну, это язычество, да, получается? Не знаю, я не понимаю это. А? Наверное, я не знаю. Что. Ну, а Не хорошо, а понимаю. какие вот там какие-то определяющие моменты вашей веры? То есть во что вы верите? Чему вы поклоняетесь? Бога верю. Я-то верю в Бога. Но вы, получается, верите как бы как по-христиански, да, скажем так? Да. Да. Быть так. Мы с мужем вон икону на свете Икону, зачем ага.
У нас нету веры, Ага. наверное, ненецкой. Как Бога называют, ну, высоко называли. Вот, ну, Как? Ну, высоко. Ну, А, высоко. Ага. Ага. Понятно, да. Ну, это Бог, Да, да. а высоко, Ну, высоко. Ага. ну, это как его говорится. Старик. Ага. Божий старик. Божий старик. Ненецкие шаманы, да, были? Были. Были, ага. Ага. А почему их, интересно, не стало? Не знаю, свои эти... Это они, родители, это в этом- Обязанности свои не передали, наверное, не успели. Наверное. А, Просто такой человек рождается он сам. Да, рождается. Был тут один, как старик, тут недавно умер, сын его. Вот его отец передал раньше. Знания. вот эти. Да. А он не смог. Просто это наперед говорил, Ну так как бы сказывал это всё, предсказывал. мелочи. ага. Да, так нельзя, так нельзя. Не Вот. пошел он, короче, по этой, да, А, дороге? не, человек Может, просто не смог. шаманом должен родиться. Или, допустим, там старик его там на трон как бы садит, Мгм. шаман. Вот он предсказывает, скажет, вот будешь ты этот там людей лечить, исцелять. Вот рядом старик, он людей исцелял, раньше врачей не было. Там раком болеют или что. Мгм. Он там всех из чума скажет, выходите, я ее сам исцелю. У него было у моего деда 2 жены. Я вообще это интересная женщина. У него было 2 жены, старшая родила ему 3 детей, 2 сыновей. 2 жены одновременно или 2 жены после друг Да, друга? ну я сейчас вам расскажу. И Ага. это была у него жена, он женился, а потом вот в этом, как там его, как бы в стойбище тоже родители жили у нее. У этого жены, у него старшей, младшая сестренка заболела. И он говорит а отца моего отец говорит, давай, говорит, ну, как бы родители ее говорят, исцели нашу дочку младшую. А он говорит, а вы мне, говорит, если я ее исцелю, Жены мне дали. жены, говорит, младшие, дадите ее. Мгм. И он как там его, он ее исцелил, вылечил ее. Родители согласились куда Родители куда согласиться? Они согласились мои деды. Мгм. И отдали они ее. Лет, наверное, 16 молодая была. Совсем молоденькая была. А то и лет, наверное, 30 было. Мгм. И он ее исцелил. И родителям говорит, мне вам как бы ничего не надо. Я от вас ничего не прошу. Самое главное, вы мне жену дали, 2. И мой дед жил с 2 женами. Мгм. Ляду старик, великий человек, тоже раньше был шаман. Мгм. Исцелял. Не было врачей никого. Просто руку наложит, не смотрел, он никому не давал смотреть. А нет. Он просто скажет, выходите и все. Вылечит и все. И скажет там, мне выкуп не надо, вот олени 2 лапы. Мне там Бог сказал 2 лапы только дать, и все. Вот олени лапы 2 отдадут ему, и все. И больше он ничего не берет. А то, говорит, у меня там даром мне пропадет. И он так и делал. Он когда пошаманит, и оттуда ему говорит, не надо много брать. Дар, а то пропадет. Потом, когда вот дед мой совсем-совсем старый стал, может больше, 80, может, прожил, может больше, он легко умер. Просто-напросто сердце остановилось, и все. Вот этот вот мой дед, шаман. Но дед, получается, никому знаний не передал, да? Не, никому не передавал. Так и с собой все забрал. Вы гоняете на оленях, да? Да, Участвуете гоняю. в гонках? Участвую вместе с мужем. Муж мне учит оленей, я участвую. Ага. 3 место в том году взяла. А Стиральный в этом муж. году будете участвовать? Конечно. Да, конечно, буду участвовать. Ага, это когда? Мои Конце эти марта. как олени живые. Один только умер. Коронные, как называется. Мой муж называет их коронными. Они свое на гонках в марте место взяли, он их отпустил. Вот, они заработали. Он их отпустил, и я сейчас только в марте их буду держать. Мгм. Как-то тренируетесь? Конечно. Да, конечно, тренируемся. Специальную трассу здесь у себя делаем. А, да? Да. Подбираем палку. Ну, как бы
А сколько длится эта гонка на оленях? Месяц тренируется. Нет, сколько вот именно сама гонка длится? Целый день. Целый день. В Километр Хамбурге. В Хамбурге. круг, А, и по кругу, да? по кругу, Да. кто быстрее. Ага. Секундомером. Там на минуты. А в гонках только женщины участвуют? или Нет. мужчины? А, все, кто хочет, да? Все, кто хочет, желающие. Ага. До 16 лет. 16 лет. Ну, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Нет, А, так и да, так и вместе, вот. да? Так-то все вместе, а у них эти призовые места отдельно у них будут. Призовые у нас отдельно Женщины будут. отдельно, мужики отдельно. Мужики отдельно. То есть вы гонщик? Да, гонщица. Гонщица. Раньше тоже 3 место брала. Мгм. В молодости по глупости тоже взяла 2 место, ушла. Ага. Меня На вызывали. награждение не посла. А, На награждение не пошла. Белый приз другому передали. м. А в этом году какое планируете место занять? Не знаю, как Бог даст. Призы. Буран, 1 место. За первое место Буран. Да, Мужские. Ух ты. мужской. Ага, а у женщин? У женщин тоже так же. Да. Нет, а они, это 1 место мотор. Вот этот мотор Ямаха. Лодочный мотор. Мотор. 2 холодильник, да. Генератор. А генератор по-разному же бывает. у них. Разным бывает. А кому холодильник нужен здесь? Дома в Хамбурге. Нам нужен. А, ну в эту квартиру, да? Да, Ага. домой. Потом 3 место стиральная машинка. Вот я машинку выиграла LG. Мгм. 6 килограмм. А кто проводит эти соревнования? Наш директор. Совхоза? Да, там тоже эти есть. Не Как сам бы, директор, а в как основном бы зоотехники. зоотехники наши. А совхоз сам государственный? Да, Это государственные. государственный, да? Да, государственные. А как думаете, вот смотрите, в городе детей даже когда в 10-12 лет просят помогать, они не-не-не, их там сложно заставить, а у вас сами начинают. Да. Вот в чем отличие такого, что у вас дети сами? Нет, это от родителей зависит. Как родители Ну вот как воспитывают. думаете, вот что такого в поведении, в семье, что вот они сами начинают это? Это они на родителей смотрят и так и учатся. Родители что делают, а у них как бы от этого, от желания зависит. Ну, я бы не Ну, сказал, тя- что вот у меня жена, она против, несмотря на то, что там есть возможности, Мгм, она против того, чтобы там была какая-то там помощница, еще что-то. мгм. Вот. Она постоянно сама убирается, там все делает, там кушает, Мгм. готовит, да. Вот. Ну, а у тут- нас большой очень дом, и как бы, ну, в целом такой дом содержать там, ну, проблематично. Но дети от этого не горят желанием ей помогать. М. То есть только там иди помоги, там иди там посуду разбери, помой, там еще что-то сделай. Не, от воспитания, наверное, все-таки говорит. Я, Воспитание. да. Мгм. Я вот, допустим, говорю, давайте все дружно уберем, Мгм. и будет чисто дома. Мгм. Все сказала, мама сказала, они делают. Мгм. И старший у меня всегда мне помогает. И муж всегда говорит, давайте уберем квартиру. Помоем, уборку сделаем. А в квартире вы часто бываете? Не, часто не бываем мы. Не 3-4 дня бываем. Мгм. Вам там не Долго. хочется быть? Нет, не охота. Долго не можно. Мы там долго не можем. То есть Два. вам вот здесь вот вам комфортнее, чем в Да. квартире? Нам здесь спокойно. Никуда не тянет. А дети учатся в интернате с 1 Да. по 10 класс, по 11, да? Да, первый по С 1 10. по 10? По 9. По 1 так-то по В желанию. интернете? Да, по 11. По 11, да. А потом обычно куда идут? Учиться. Алихат, куда и по желанию. Куда хотят, туда и едут. Много детей возвращается обратно в тундру? Нет, Нет? нет. Я еще не слышала. 2-3 года не слышу, чтобы возвращались. М, Наши тундровые дети еще ни один не вернулся. м. Он по соседству медбрат. И Но они еще пока учатся. у Ага. них последние курсы уже остались. Мгм. Ну, планируют они возвращаться? Да. Ну, Да, работать почему-то так они... навряд ли. Навряд ли. Может, Они в не. городе там. Они тундру не собирают. Они говорят, мы будем работать. То По есть профессии. можно сказать, то, что, возможно, вы вообще последний, да, кто в Чумах живет? Оленеводы? Походу, Наверное. Да? последние оленеводы, наверное. Ну, Это так сказали, вы что... утепляете сапоги, да? Да, киши. И как часто надо туда класть сено? Каждое утро их надо менять. если Каждое раз утро. Ломаются. Мгм. А удобно так ходить?
конечно, удобно. Это же тепло дает. Угу. Тепло. Чтобы было тепло. Пустыми ноги замерзнут Угу. на морозе. Ну я смотрю еще, как называются сапоги вот эти? Кисы это. Кисы. Ну и Там под внутренние чижи. чижи? Да. Ага, это то есть новые у него. сначала чижи, а потом кисы, да? Мгм. Это у него новые кисы. И в кисы уже вставляется сено Да. каждое утро. Сено положить, чтобы погода мягкая стала. Понимаете? Чтобы тепло стало. Все? Вот погода ваша тепленькая станет. Сено высохнет. Доброе утро. Вот такой вот у меня вид с утра. Такая тут тишина. Единственное, тырчик на той стороне делает тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Собака спит. На зарядку становись. Доброе утро, большая земля. Ну что, друзья, нас ждут великие дела. Сегодня мы поедем, посмотрим на стадо оленей и окончательно примем решение, какую же все-таки баню мы будем строить. Ну все, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Чего ты? Чего ты? Что хочет? Побегать, да? А. Его работа. А. Сейчас будем собирать оленей в одном месте. Он пойдет справа, вон они пошли. Поехали. А мы будем их с этой стороны подгонять. Сейчас соберем их в одном месте. Возможно, мы видим последнее поколение ненецких оленеводов. Все это поедет на таблетки, лекарства. Как зовут тебя? Виктор. Виктор? Сколько тебе лет? 20. 20? И со скольки вот лет ты... Ну ты оленевод, да? Да. Со скольки лет? С 10, наверное. С 10 лет. А кто тебя обучал? Отец. Отец. То есть вот прям с 10 лет он начинает тебе с собой брать и показывать, да, как это все. Вот сначала и чума возле стойбища на упряжку. А вообще есть кто обучает на оленевода? Какой-то, ну, как ПТУ, например, либо какой-то институт. Да, вот в Салихарде есть. А, в Салихарде есть, да? Гепард. Ага. Там этот оленеводство. Ветеринар еще, Ветеринар. который на стойбище. Насколько это высокооплачиваемая работа оленеводом? То есть ты зарплату получаешь или как? С чего доход? Или это общее дело? Низкая, маленькая зарплата. Маленькая зарплата? Сколько? Я не знаю, не спрашивал. Но ты, получается, как с семьей, да? Да. У вас олени свои? Да, олени свои. Ага. А сколько у вас оленей в семье? Не спрашивал, не интересовался. Ну, примерно сколько? Примерно, не знаю даже. Ну, сколько? 100, 200? Но стоит. Под сотню? Ты здесь где-то живешь, да? Да, вот. На стойбище. Но я вот смотрю вот на семьи, вы такие внутри счастливые люди. Вы действительно счастливые? Да, Потому что живете, да, на земле? да. А когда-нибудь было желание уехать, например? Нет, мы и так вот.
2 раза в год приезжаем сюда. Понял. Сейчас на каникулы приехали. На каникулы? Ага. А на кого учишься? На преподавателя. На преподавателя. И ты где планируешь преподавать? Поселки. А сколько там детей, сколько людей живет в поселке? 2000 лет. 2000, ну большой поселок. А преподаватель кого? Какого? Начальных классов. А, начальных классов. Здорово. Сейчас последний курс. Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место в стране по запасам природного газа. Здесь сосредоточено около 91 общенациональных и треть мировых доказанных запасов газа, а также более 12% российской нефти. И если я не ошибся, то по данным из интернет, объем выручки полезных ископаемых за 2020 год по Ямало-Ненецкому автономному округу составляет 2 триллиона 155 миллиардов 702 миллиона 500 тысяч рублей. Только вдумайтесь в эту сумму. На ужин что будет? Ребята тоже там чай пьют. Тоже будет с мясом, наверное. Ребята, чай с мясом будете пить? Нет, чай. С шоколадками? Мясо положить тебе. Артем только одни помидоры ест. С чайком. Помидоры с чаем. Смотрите, как хорошо выглядит. Да. Молодой, счастливый. Правда, глаза горят. Ну, конечно. Есть, поэтому надо есть помидоры с чаем. Друзья, вы часто спрашиваете, чем я питаюсь? Так вот, берите пример, смотрите, как человек хорошо выглядит. Помидоры с чаем, ежедневно, Вчера everyday. вообще почти не ел. А вчера вообще практически ничего не ел. Да. С меня не берите пример. Почему? Я вторую банку ем печени трески. Надеюсь, выгляжу тоже неплохо. Тоже выглядишь неплохо. Для своих 86 вообще отлично выглядишь. Но я не уверен, что это так. Мне кажется, если одну вынуть, то все упадет. Ну да, сейчас одно возьмет и упадет. Все, я проиграл. Сколько вы с женой лет уже вместе? 27 будет. 27 будет в этом году, да? Июне. В июне 27 лет. А как вы познакомились? В тундре. Ну как в тундре? Просто шли и увидели друг друга? Ну, да, конечно, я до этого уже знал. Ага. Видел. Но не мог подойти к ней. Ага. А как подошли? Это национальный вид у нас есть в Самбурге. Аллея будет на Аркане. И она проходила мимо. Я не на Харейке, Аркан твой, а на нее. Не, серьезно? 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 Он доказывает. Да, реально бросил аркан и заарканил ее? Вот это нормальный подход. Как обычно бывает. Да что, аркан, да. Ага. Я говорю, случайно пробовал Харей, хотел свой аркан. Ага. Заигрывал меня. И заарканил, да? И вот уже 27 лет заарканенная. Да. И 10 детишек. Да. Как вы относитесь к Путину? Путин? К Путину, да. Как президенту. Как к президенту? Ну, ты это делаешь. Не, ну просто у всех мнение разное. Там кто-то поддерживает его, кто-то не поддерживает его. Ну, я бы поддержал. Ага. То есть, ну, как бы все нравится, все устраивает, да? Угу, понял. Главное, у меня дети сыты, там одеты. Угу. Мне довольно хватает. Я весной прилетела в тундру. Угу. Он уже все твердо решил и пришел свататься. А как далеко друг от друга жили? Тогда? Да. Не знаю, сколько километров, но далеко. Ну вот вы говорите, я к ней пришел. Ну то есть это что значит к ней Не, пришел? по соседству вот так. А, ну то есть как бы... А это потом. Потом Ага. это было. Ага. Вот, я Отец после того, как говорит- я заарканил. Отец В говорит, другом давай стаде я копай. был, они в другом. Угу. И в ту же весну я настроил своих родителей увольняться с этого стада и перейти туда. Ага. Ко мне. Да, поближе к ней. А сказали зачем? А? Сказали зачем? Тайну не Да, говорил. не говорил, да? А сколько вам лет было, когда вы Ну, заарканили? 19 мне. 19, ага.
А мне было 16 только. 16 исполнится. даже? 16 исполнится. Ага. А как Да. у вас свадьба вот происходит? Что это такое? Как этот праздник? Свадьба, как обычно. Гости собираются, да? Нет? Да, все вместе собираются. Там, посидят. Ну, никак. Старики наши тогда решали. Они там между собой. Мой отец, егоный отец, моя мать, егоная мать. Когда они уже поняли, зачем мы туда. Ага. Старик начал свататься, моему отцу пошел. Поддержали когда-то меня мои родители. Мать поддержала, отец. Мы там Ну, поговорили. то есть свататься обязательно, да, надо, чтобы Конечно. родители приходили, просили руки там. Чтобы хотя бы дар дали, хотя бы благословили как бы. Ага. И А первый ребенок у вас во сколько родился? 18 лет у меня. 18 лет. И вы сразу чум построили. Да, я говорю, сразу построили. То есть, получается, вам было 17 лет, да? Мне? 16 Нет. Мне, Ему ей 19. 19. Ей 16. А когда уже год прожили, то ей 17. Ну да, да. То есть чум построили, когда вам было 20, а ей было 17. Да. Ага. А где вы брали вот, ну, для чума весь материал, там вот это все? Вот эти чумпалки, Да, такие, да. Помогли родители. Ее А, родители Палки помогли. мы сами режем. А вот эти чумпалки мне помогли. Кто-то родители, Мгм. и там Каракать помогали. дядя был там. Резали. Сколько вот этим шестам лет уже? Вот эти я недавно привез с Харампура. Новые, Это не те новые. Ага. А те старые я зря оставил, они прямее были, прочнее. На литовке они остались. Там, на летнем месте. А, на литов, ну они еще есть, да, на литов? Да, они есть уже штуки. А им сколько лет? Им точно так же. Только что- 27, как нам. Ага. А из чего они делают? Почему с древесиной ничего не происходит? Ёлка. Елка, она не гниет, Не портится. не легкая она. А вы как-то ее там укутываете перед тем, как уходить? Что Нет, это? не Нет. путал. А, просто как оставили? Так ставили всё. Ну, я вот, например, говорю, то, что на литовке, где вот у вас сейчас стоит. Мгм. То есть там Ничего не просто оставили и все. случится. А вот этот Есть. материал, которым чум сделан, он делается как-то под размер? Да, Под размер чума, Да, да? под размер. Под диаметр, получается. Мгм. Здесь какой диаметр? Метра 3-4, да, наверное? Метр нам 4. Метра 4. Больше. Мне кажется, тут метров 6, ребят, тут реально. Да, 6. Здесь тут 6 метров у вас минимум. Летом бывает 8. Я, наверное, про радиус говорю. Детишки когда в школу поедут? Послезавтра, может. Послезавтра? А как они поедут? Я их На Буране. На Буране. На Буране на санях, да? Самое главное на год ее отправить на Ага. самолете. Как бы на работу же все-таки. Ее на будущее. А какие у тебя планы отучиться? Что ты планируешь дальше делать? Ну, еще нет планов, не строила? Нет. Ну, может быть, фантазировала? Например, там вот хочу закончить учебу и там вот это буду делать. Нет. Не знаю, в Салихарде может остаться или домой вернуться, в тундру. Да я думаю, не вернусь. Доброе утро. Сегодня было ночью очень холодно. Так как вчера было очень жарко, хозяйку попросили не топить ночью так сильно. Она устала и решила вообще не топить. В итоге ночью был минус такой легкий. Вот так же я дышал. Встал ночью, полностью оделся. Вот, и спал полностью одетым. Сейчас зарядка, ее никто не отменял. Завтрак и строительство бани. Надо сегодня поставить баньку и успеть попариться. Было принято решение сделать баню чум по ненецким технологиям. Уиу, собаки мерзнут. Вообще такой дубак серьезный, я вам скажу, ребята. Вот, 5 минут, и борода уже вся белая. Итак, для строительства бани чума первое, что необходимо сделать, это выбрать место для того, чтобы ее установить. Вот такая у нас сейчас глубина снега. Мы ищем место
с минимальной глубиной. Пока здесь, нет. пока здесь такой нету минимальной глубины. Сейчас мы найдем, расчистим снег и будем ставить. Вот получается вот такая глубина. Глубоковато, потому что весь этот снег нужно будет убирать. Ну, вообще, в целом хорошая. И от чума прям рядом. Вон чум. То есть напрямки мы эту баню оставим семьям, чтобы они могли приходить сюда мыться, париться. Вот, поэтому, да, из того чума, получается, и из того чума примерно равноудаленная дорога. Поэтому здесь, наверное, мы и будем ставить нашу баньку. Ну вот, значит, наше место готово. Сейчас мы возьмем веревочку, сделаем ровный диаметр, для того, чтобы у нас шесты стали ровненько. И будем уже потихонечку собирать. Площадка полностью расчищена. И теперь следующий наш шаг — это оттащить первые 3 направляющие на место и поставить их. Ну и все. Поздравляю вас с началом строительства. Теперь осталось нам поставить, устилать это все дело. И все. Ну или что, или Людмила все-таки позовем на всякий случай. Ну, я думаю, что Давай, а то она скажем. нам много интересного еще расскажет. Ага. Конечно. Авторский надзор, да, чтобы был? Конечно. Ну что ты, не пожалел? Я вообще счастлив. Первый раз мой такой отдых. Ну, это вообще это нечто. Артем немножко сомневался сначала, ехать или не ехать. Но вот поехал. И в основном у него улыбка и светящиеся глаза на лице. Мы еще с тобой до того, как обо всем договорились, я сразу купил билеты, если помните, и там скидывались. Да. Я понимал, если я часа 3-4 еще подумаю, у меня будет мозг отказ. будет отговаривать. Ага. Ни к чему. И реально, блин, какая Турция, там, да, какие там циклонки. Зачем? Вот это вот да! Опа! Вот оно! Эй! Красотища! Что делаете, ребят? Снег набираете? Куда путь держите? За оленями. За оленями? Ловите оленей? Снимайте, чтобы не потеряли. Вот такая, друзья, работа. Ловить оленей. Смотреть, чтобы они не потерялись. Чтобы все было в порядке. Гулять? Давай. Опа! Как зовут тебя? А? Как, Савелий? Лет тебе сколько? Сколько лет, Савелий? 50? 50 лет тебе? Привет. Ты гулять? Да. Молодец. Друзья, какая красотища вообще. Какая мощь. Сейчас мы забираем Людмилу. Забираем то, из чего мы будем делать стены. Вот этот материал. Вот. И будем уже сейчас накидывать. После этого поставим печку. И уже будем греть. Ну что, друзья, приступаем к нашей основной работе. Что мы будем делать? Сейчас эти жерди надо Так, перетащить, перетащим, а дальше? потом ставить. А оставить в каком-то определенном порядке? Конечно, По кругу? по кругу, да. По солнцу? Не, разницы нет. Нету разницы. Разницы нет. На каком-то определенном расстоянии друг от друга. Или вот, например, сначала вот так вот, потом вот так вот, потом вот так вот. Чтоб всем места хватило. Вот с таким шагом хватит? Ставьте там. Тяжелые вниз, легкие сверху.
стоит. Дай еще одну, давай. Несем, да? В общем, друзья, если будете строить чум, предусмотрите, что у вас здесь был проход, чтобы можно было удобно работать вокруг чума. Друзья, сидящие на диване, хотите увидеть, как выглядят веселые, довольные, счастливые люди? Вот они. Тёма нам привез собранного и сделанного вручную иван-чая. И пьем мы сейчас этот иван-чай. С чем? С мхом, с ягелем. С ягелем. Копали ягель. Вот так вот. А вокруг тундра. Тишина, спокойствие, а мы в бане. А вы сидите на диване, смотрите, как я говорю, попивайте, подтягивайте пивасик. Вот. И завидуйте. Либо берите свои руки в ноги и вперед. Вперед, вперед, вперед. Так как у нас уже к этому моменту выхода ролика будет запущена программа по путешествиям, пишите в директ, пишите на почту, пишите в комментариях, и я вам расскажу, как попасть в такое тут незабываемое впечатление и попариться в тундре, в настоящем чуме. Ждем вас. Ну вот, друзья, наш чум готов. Вот такой красавчик. За полчаса поставили. Так круто. Мы будем там париться. Вообще здорово. Сейчас мы все поставим, готовим печечку, сделаем внутри из вот этого пузырчатого целлофанчика, чтобы нас не пропускал пар. И приступим. Я думаю, часа 3, наверное, мы ее потопим хорошенечко, чтобы камни хорошо прогрелись. И будем париться. Я безумно счастлив, ребят, участвовать в этой истории. Это невероятное, крутое времяпровождение, которое заряжает, сближает, учит каким-то новым навыкам, да и выживания в том числе. Конечно. Так вот в тундре замерзнуть, уже знаем, как построить себе дом. Да и знакомства, новые люди, интересные, малочисленные народы, которые, кстати, очень гостеприимны. Очень гостеприимно. Нам помогают во всем. Так что я вам очень советую оказаться в нашей компании в этих местах. Не замерз? Щеки красные. Тепло тебе? А? Тепло. Тепло? В бане будешь париться? Нет? Там жарко будет, хорошо. Попробуешь? Да? Да, отлично. Мы вот вам такую баню вот построили. Будете теперь в ней париться, да? Класс. Вот у нас начало уже есть. Вот так здесь у нас уютно. Вот. Итак, друзья, начали со входа делать пленочку для того, чтобы у нас здесь была полноценная баня. Итак, вот что у нас получилось. Все мы вот так вот целиком и полностью сделали. Здесь мы оставили пока
отверстие. Вот так вот. Потом уберем трубу и в последний момент уже закроем потолок. Потому что сейчас пока очень сильно разогретая печка, полиэтилен может расплавиться. А теперь мы принимаем полы. Получился вот такой пол. Сейчас мы еще его доделаем. Сюда мы бросим коробку. Плюс у нас есть одеяло. Мы его тоже постелим для того, чтобы было тепло. Там мы при входе застелим шкуру. И плюс у нас еще есть такая большая циновка. Повесили вот эту вот шерстяную тряпочку. Немножечко погреться, она уже снизу вся мокрая. Полы сделали. Вот как раз закроем ей этой шерстяной этой тряпкой. Печка греется. Володя там делает лавки. Осталось дождаться, чтобы нагрелись камни. Но камни пока так не сильно, честно говоря, нагрелись еще. Вот ждем, чтобы они прям хорошенечко начали протапливаться. Видим, как отсюда пламя у нас выходит. Доски из елки, поэтому смолит. 90% дела сделано. Осталось нагреть все, попить чайку перед баней, вот, и помыться, попариться. Володя сделал вот такие шикарные просто полки. Из того, что было. На которых мы будем и сидеть, и лежать, я думаю, тоже. Так как они у нас одинакового абсолютно расстояния. Мы в итоге приняли решение, что вот этот материал мы будем крепить к потолку. Вот сюда, для того, чтобы у нас не уходил пар. Сделали вот такое вот решение для печи. Чтобы у нас этот материал не сгорел. Понятно, что он все равно горячий, но как-нибудь мы сейчас все это дело приколхозим. Будет у нас здесь все шикарно. Печка у нас продолжает греться, что очень радует. Здесь у нас все заделано, доделано. Вот так вот все по красоте. And now, ladies and gentlemen, баня в тундре. О-хо-хо-хо-хо. Тепленькие венички. Ну, тепленькие, да. Тепленькие, не горяченькие, но тепленькие. Мы не забываем, что мы в чем бане. Отлично. Здорово. Мы в тундре, Володя. За полярным кругом. А вот наша баня. Класс. Ну что, друзья, я считаю, все удалось. Да. Вообще сомнений. Вообще шикарно. Здесь, конечно, нету каких-то супер критических температур.
Но в целом хватает. Потоотделение идет, чистка идет. Да. Причем Прогрев идет. прогрев идет довольно-таки хорошо. Тём, как у тебя самочувствие? А? Хорошо. Хорошо? На самом деле все хорошо. И пар, ну, достаточно его. Ага. И полог хороший. Только вот дым немножко мешает. Ну, дым, да, у нас здесь подсекает немножко дымка. Это не дым, это пар от меня. Дым у нас вот здесь вот идет. Понемножку. От меня такой пар идет. И мы сидим в бане в тундре. Причем баня настоящая. Все сделано по ГОСТу. Ну что ж, друзья, считаю парение завершившимся. Сейчас мы сделаем помывочку и пойдем кушать и пить чай. А вам будущего легкого пара и всех благ. Это путешествие вызвало у меня двоякие чувства. С одной стороны, я радовался жизни вместе с этими счастливыми людьми, живущими на земле в прямом смысле этого слова. С другой стороны, я рассуждал, достойны ли они такой помощи от государства в виде досок. От государства, которое качает природные богатства из земли, на которой живут эти люди, и на которой жили их предки. Ведь это их земля. Качая миллиарды и обогревая газом миллионы людей на планете каждый день. Это ли не варварство и полное безразличие? Ну что ж, друзья, вот и настало время уезжать из этого гостеприимного места, от этих гостеприимных людей. Пора в путь, в дорогу. Впереди еще несколько часов по тундре на снегоходах, потом Новый Уренгой и потом уже в Москву. Я благодарен этим местам, благодарен этой семье за теплый прием. И у этой семьи есть одна мечта. Они хотят новый буран, который стоит порядка 350 тысяч рублей. Я в описании ролика оставлю номер карты и номер телефона, к которому привязана эта карта. Давайте попробуем собрать на буран этим людям вместе. Осуществим их мечту и немножечко облегчим их жизнь. Все-таки 10 детей в тундре, я вам скажу, это непросто. А им это будет большое подспорье. Возить детей в школу, ездить за продуктами. Ну и, естественно, по работе смотреть за оленями. Буду вам за это премного благодарен и сам внесу во все это свою лепту, свой вклад. При перечислении денежных средств в комментариях пишите «на буран». На буран. И мы будем по прошествию недели, месяца, после выхода ролика, 2-3 месяцев, я буду в Инстаграме публиковать, сколько денег удалось собрать на буран. С вами был Андрей Паровар. Подписывайтесь на мой канал, на мой Инстаграм, и вы узнаете все секреты пара от Паровара. Пока. Миленький ты мой, возьми меня с собой, в той стране далекой буду тебе женой. В той стране далекой буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, но в той стране далекой есть у меня жена.